Привет, дорогие! Хочу поделиться с вами мощным опытом, который на днях произошел со мной во время утренней практики. Это история о том, как простое сканирование энергетического пространства помогло мне разорвать многолетние семейные программы, которые блокировали мою личную жизнь. Каждое утро, когда я почти проснулась, я начинаю день с практики сканирования. Утро после пробуждения – самое лучшее время для медитаций, ведь просыпаясь, мы находимся в состоянии альфа-ритма мозга, когда мы находимся на границе между сном и бодрствованием. Вот именно тогда наше сознание становится особенно восприимчивым к информации, которая обычно скрыта от нас. В этом состоянии я могу одновременно пребывать и в обычном сознании, и в энергоинформационном пространстве, где хранятся все наши программы, убеждения и семейные паттерны. В то утро, сканируя свое внутреннее пространство, я почувствовала тревогу в области груди, особенно вверху слева. Я задала вопрос этой энергии: «Кто ты?» и получила четкий ответ: «Несчастный брак». Тут же рядом с левой ногой появился образ темной женской фигуры, как будто из ЗАГСа, которая читала какой-то приговор о несчастном браке. Когда я спросила, что она делает в моем пространстве, она ответила: «Стреляю». И тут картина стала разворачиваться дальше. Около правой ноги появился мой дедушка с пистолетом в руках. Рядом с ним стояла бабушка, а перед ними отец моей бабушки. Я сразу поняла, о чем речь. В нашей семье есть реальная история. Мой прадедушка, будучи богатым человеком, не разрешал бабушке выйти замуж за бедного парня, хотя тот был из хорошей семьи. Дедушка даже угрожал пистолетом отцу бабушки, шантажируя его, что убьет себя, если тот не даст благословения на их брак. Видите, как работают эти программы? Вместо благословения на счастливый брак в нашем роду завязался узел угрозы смерти, страха и принуждения, и эта программа передавалась из поколения в поколение, влияя на выбор партнеров и качество отношений. В альфа-состоянии моя рациональная часть смогла дать четкую директиву этим старым программам. Я сказала им: «Вы уже отжили свое время». Передо мной появились мои родители, и я приказала им забрать их магическое воздействие на меня и мой род. Я сказала: «Я отдаю вам все негативные программы нелюбви и несчастья в семье и в моем роду вам обратно, а вы отправляете их туда, откуда они пришли». Затем я провозгласила союз со светом и уважение к священным узам истинной любви. Произнесла внутренним голосом: «Я принимаю от моего рода все самое светлое, истинную любовь и гармонию, и отдала эти черные энергии программ моим предкам, чтобы те отправили их туда, откуда те пришли». Вдруг там, где стояли бабушка с дедушкой, появились их родители с иконами в руках. Прозвучало: «Боги, обереги!» И я увидела, как моя бабушка, которая занималась церковной магией, создавала так называемые энергетические обереги, которые на самом деле превратились в родовых энергетических вампиров, высасывающих силы из потомков. Вдруг там, где стояли бабушка с дедушкой, появились их родители с иконами в руках. Прозвучало: «Боги, обереги!» И я увидела, как моя бабушка, которая занималась церковной магией, создавала так называемые энергетические обереги, которые на самом деле превратились в родовых энергетических вампиров, высасывающих силы из потомков. Я приказала всем этим энергетическим сущностям удалиться и очистила весь мой род по всем поколениям и ветвям. Пистолет в руках дедушки вдруг стал огромным. Его дуло скрутилось и выстрелило в портал возле правой ноги. Все затихло и успокоилось. А потом произошло что-то удивительное. Я увидела, как будто кормлю всех членов моей семьи, всего рода. Это был потрясающий и светлый опыт. Вместо того, чтобы быть донором для чужих программ,
Я стала источником истинного питания для своих близких. Знаете, что самое важное в этой истории? Годы назад, еще будучи замужем за предыдущим мужем, я приняла решение на уровне души. Я найду свою родственную душу. Я больше не хочу связывать жизнь с людьми, которых выбирают мои программы и тень, а не моя светлая душа. В разговоре с душой я узнала имя моего идеального мужчины – Марк. Скоро мы развелись с предыдущим мужем, потому что я уже не могла жить с ним, зная, что где-то есть он мой настоящий. У меня был посыл хранить верность моей родственной душе. Через 10 лет мы с Марком встретились. Еще через 5 лет поженились. Но чтобы это стало возможным, мне нужно было очистить родовое пространство от программ, которые блокировали истинную любовь.